Здравствуйте, дорогие друзья, любители программирования, робототехники, 3D-моделирования. Сегодня у нас небольшой видеоролик, точнее большой видеоролик, видеоурок относительно по созданию. Например, вот такой вот замок, замок Бран называется. Еще его называют замок Дракулы, графа Дракулы. Тот самый румынский замок, в котором по легенде иногда обитал Цепиш, Владислав Цепиш, так называемый, один из правителей Румынии, который защищал, соответственно, свои земли от нападений турок. И такой вот легендарный замок с исторической подоплекой мы попробуем с вами смоделировать, конечно же, в Майнкрафте. Мы смоделируем в Майнкрафте не просто вручную, как любят иногда делать, сооружать. Много видеороликов, которые посвящены сооружениям вручную таких конструкций сложных, а именно с программированием, то есть использованием языка программирования Python и наших книг, которые мы написали по программированию в Майнкрафте. Каких это книг? Это первая книга, которая была посвящена, соответственно, по общему тенденции основам программирования в Майнкрафте, создание сооружений, различных работы с блоками. Это первое программирование от нуба до про Python, великое программирование. И вторая книга математика, то есть Python, погружение в математику. Используя две эти книги, мы попробуем, используя информацию из этих двух книг, мы попробуем реализовать, то есть показать, я вам покажу, как реализовать такой примерно замок. Он может быть не совсем идеален, как прям там, но это уже штрихи, а основная конструкция, то есть быстро воссоздать некие элементы этой конструкции, мы сейчас с вами попробуем сделать, то есть с помощью вот теории и информации данной книги. Кто уже читал эти книги, соответственно, понимает, о чем это речь. Мы здесь используем сервер Spigot, запускаем его, подключаемся в Minecraft через сервер, и с использованием Python программ через плагин Raspberry Choice мы взаимодействуем на карту Майнкрафта. Я много уже некоторые проекты уже показывал, что можно делать в Майнкрафте, и различные сооружения, и фракталы, и так далее. Ну, кто читал, тот уже знает. Ну, а сейчас просто покажу более сложный вариант, то есть как можно комбинировать элементы. Вот давайте сейчас вернемся к изображению данного замка. Изображение данного замка видно, что оно немножко неправильное, то есть относительно. Это на вершине скалы в виде трапеции такой сделано, то есть трапециевидный есть вариант, что вот то, что ближе ко мне справа, более широкая имеет сторону, чуть подальше более узкая, и под углом находятся боковые стены. Причем, если посмотреть на замок, видно, что он, то есть не гладкий замок, не симметричный, и его можно разбить на несколько частей, то есть несколько элементов, которые можно потом анализировать. Вот видно сейчас вид замка, соответственно, с одной стороны, с фронтальным можно так назвать. Вид замка, соответственно, с другой стороны, более узкий вариант, немножко со сдвигом у него процесс. И, соответственно, это нам и нужно для того, чтобы взаимодействовать с этим замком. Сейчас я попробую. Так. Где он? Ага. Сейчас мы попробуем проанализировать сначала изображение. Давайте так, начнем с изображения. Чтобы построить что-то, нужно, соответственно, пройти по процессу, так вот, по процессу того, что мы имеем. Итак, давайте я покажу некоторые моменты. Что мы здесь с вами имеем? Мы имеем с вами некие элементы. Сейчас вот цвет такой, что у нас есть вот такая вот конструкция. Примерно она трапециевидная, то есть вот здесь более узкий вариант, чем противоположная сторона. То есть есть некая трапециевидная конструкция замка. Есть где-то вход. Наверное, вот с этой стороны вот он, вход в замок. Вход в замок у нас. Далее, этот замок наращивается чем? Так, сейчас я отменю. Наращивается некоторыми конструкциями. Сейчас посмотрим. У нас первая конструкция, например, вот первая конструкция, смотрите, это цилиндрической формы башня, немножко выпирающая. Потом есть еще вторая конструкция, маленькая башенка, которая может входить в систему. Затем мы видим еще одну башню. И затем еще одну прямоугольную трапецию с крышей такой пирамидальной, еще одну башню выпирающую. То есть его уже 4 конструкции. Плюс мы на этой трапеции видим самую большую элемент конструкции, шестая.
Ну и уже говоря, вот здесь еще пристройка, она вот там дальше идет, соответственно, немножко сбоку. Внешняя, так сказать, стена. То есть, если посмотреть по количеству квадратиков, основные элементы мы вот определили, сколько нам нужно таких конструкций сделать. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 или 7 конструкций, чтобы насытить этот замок, соответственно, какой-то явным элементом. Видеоролик будет большой, соответственно, запасайтесь, как говорится, чаем и можете даже приступить к программированию, кто уже в курсе, как это делать. А так, смотрите наши книги, там все прекрасно написано. Ну что ж, поехали. Итак, что мы делаем в первую очередь? У меня есть заготовочка по коду. Здесь я пока вот это закомментирую. Сейчас я объясню некоторые моменты, что это есть. Это согласно стандартный код, который импортируется в модуль Майнкрафта для вызова стандартных функций работы с блоками, какими-то взаимодействием событий, например, на кликание мяча, ну и, соответственно, различные процессы определения игрока, взаимодействия с игроком. Есть написанный самостоятельно модуль, который отвечает за цвет блока. Чтобы выбирать правильный цвет блока, это просто для удобства. А так, цвета блоков мы расписали в книгах, есть приложение. В приложении указано, соответственно, какие цвета блоков можно использовать. Там есть цвета шерсти, там различные, то есть очень много различных блоков, и можно использовать по нумерации или по названию этих блоков, чтобы вызвать их и, соответственно, получить нужный цвет элементов. Дальше у меня есть код некий, который мы подключаем для работы в творческом режиме и получаем, соответственно, координаты игрока, чтобы относительно нас мы начинали строить замок. И вот, соответственно, мы с вами должны его построить. То есть построить непосредственно замок. То есть какие размеры у замка? Вот давайте определимся с размерами у замка. Замки большие, соответственно, масштабирование может быть разное. Давайте, наверное, не этот лучший вариант, может даже вот этот процесс посмотреть. Итак, мы видим, что у нас есть входные ворота внизу, в центре изображения. Над ним есть как бы еще вершина, то есть у нас уже получается 2 этажа. Давайте посчитаем, сколько этажей у нас примерно в замке получается. 2, 3, 4, то есть 4, 5 этажей, то есть 5 этажей замка. Примерно этаж это у нас условно 2,5, может быть 3 метра высоты, в зависимости от замка. У замка большие могут быть потолки, могут быть, не факт. Я там не был внутри, поэтому не знаю, но я предполагаю, что вот такой примерно модель может быть замка. То есть у нас в итоге получается 5-этажное здание, как минимум до первых крыш, которые, ну и, соответственно, еще выше, выше 5-этажного здания идет у нас, соответственно, еще как минимум самое высокое, еще 2 этажа дополнительно, и еще 2, наверное, этажа. То есть итого вот башня, наверное, с 9-10-этажный дом. Даже 10-этажный, если со шпилем, наверное. 10-этажный дом. То есть будем ориентироваться, что 2 блока это у нас метр 80, метр 70, это как размер с игрока. Может 2 блока как 2 метра, будем рассчитывать 2 метра. Значит 3 блока это у нас этаж. 3 блока это этаж замка. Этаж замка. Можно и 4 блока. Но давайте сейчас попробуем с 3 блоками. Итак, мне нужно построить трапецию. Ну, или что-то похожее на трапецию. Я что могу сделать? Я могу взять либо setBlocks, соответственно, параллелограммно, то есть построить его как параллелепипедно, четко по четырехгранной манере. Могу взять списки, записать это как многомерный список через единицы 0 и воссоздать, соответственно, таким образом процесс постройки. Процесс этой постройки. Ну, то есть по-разному подойти к этому вопросу. И параллельно, то есть каждый элемент я могу, соответственно, уже указать, на какой высоте какой кубик у меня будет. Например, как вариант. Ну и сейчас попробуем просто для реализации через список. Теперь по длине. Что мы можем сказать о длине этого замка? 2 окна, это нам говорит, ну, метров 10 как минимум. То есть, соответственно, если у нас, мы считаем тут 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 примерно, 12, то есть 6 на 9, 60 метров может быть, да, 60, даже может 100, да, 100 метров, условно возьмем 100 метров, общая длина, 100 метров замка. Большая самая часть, значит, там дальняя часть, она чуть поменьше, наверное, будет там 80 метров или 70 метров, а ширина, соответственно, если посмотреть на ширину, давайте взглянем на нее. Так, взглянем на ширину, ширина чуть меньше короткой части, но 70, то есть она будет либо 60, либо 70 метров. То есть вот мы примерно определились с размерами
значит, то есть есть длинная сторона 10, 100 метров, есть, соответственно, короткое значение, условно 80, и есть боковые элементы, условно по 70 элементов. То есть мы можем взять список, например, 10 на 10 или 10, например, на 7, и уже с помощью нулей и единиц вот выстроить некую схему структуры этого замка. А, соответственно, каждый элемент это будет увеличен, например, ну, в 2 раза. То есть окно, если посмотреть на окно, ну, то есть кубик, у нас кубик это просто кубик, да? Если смотреть на, что это будет значение окна еще вычленять, то мы можем предположить, что у нас тут кубиков, ну, должно быть так, 2 кубика, 60 метров. 2 кубика это у нас условно метр будет, да? 2 кубика это метр. То есть, соответственно, 100 метров это должно быть 100 кубиков. 100 кубиков примерно должна быть длина. То есть вот это будем ориентироваться на этот вариант, что у нас 2 кубика это метр. Итак, мы примерно прикинули, какие размеры у нас будут у нашего замка. Ну, теперь поехали, будем что-нибудь проектировать. Итак, для начала мы сейчас введем некие параметры для упрощения работы с процессом. Итак, у нас есть код сначала для получения координат, блок Minecraft, соответственно, работы с модулем Minecraft и координаты, которые для упрощения взаимодействия. Для начала мы попробуем построить первоначальную стену. Итак, замок большой у нас, соответственно, примерно там, 10 окон в длину, высоту 5 окон. Значит, там нужно небольшую стену из двух, условно назовем, из двух блоков, или из трех блоков, давайте из трех блоков создадим стену, которая будет в длину 100 блоков. 100 блоков. Причем каждый из них, каждый третий, например, будет являться окном. Каждый третий будет являться окном. Попробуем это реализовать. Сначала мы нижнюю конструкцию напишем через... То есть фундамент. Я укажу фундамент, наверное. Вот так вот. Фундамент. Фундамент. И здесь я, соответственно, craft set block. Blocks. Set blocks. И установлю координаты. Например, относительно меня он должен влево и вправо 50 блоков. То есть, например, x0 минус 50. Ну, давайте просто x0 сначала, а пока поставим. Сейчас поставим y0, z0 минус 50. Мне кажется, там по z был как раз у нас сдвиг. z минус 50. И теперь x0, y0, z0 плюс 50. То есть вот 50 блоков. Камень у нас будет такой, плитка, кажется, как это называется, мраморная. 155, 0. Вот у нас получится такой монолитный элемент. Теперь сверху будет, ну, то есть в ту же высоту, то есть можем здесь даже поставить плюс 1, то есть высоту в 2 блока, даже в 3 блока давайте, в 3 блока, высоту в 3 блока. Но теперь нам нужно вот на этом высоте вырезать окошки, то есть застеклить их, застеклить окошки. Для этого мы, наверное, попробуем использовать некий цикл, наверное, этих значений, то есть от минус 50 до 50. Шагом, наверное, 3, да? Хотя 3. Да, попробуем сейчас шагом 3 это сделать. То есть for и in range значение, например, 100 или 101. Можем попробовать 101. Так, и здесь давайте 0, 101 и шагом 3. То есть каждый третий шаг. Каждый третий шаг мы будем... Извиняюсь, сейчас вот берем предыдущий код. Но будем редактировать здесь уже аккуратненько. z0 это как бы начальный координат, z0 плюс 50 плюс i Здесь также оставляем z плюс i.
А здесь заменяем на 20. Но y у нас уже будет плюс 1. Чтобы нижний y не уничтожался. Только было стекла для двух верхних из 3 блоков. Давайте попробуем реализовать это. Я запущу. Сейчас посмотрим. И вот у нас получился вот такой замок. Вот такая стена. Ну, в целом, да, правильно. То есть, видите, мы правильно сделали. Сейчас я подлечу сюда. Вот тут он у меня немножко неправильно сделал. Начало. Ну, мы тут можем заменить, потом поставить там координаты. И сюда. Ну, здесь все хорошо. То есть, по идее, мы можем, конечно, указать чуть поменьше нам. Так. То есть, вот начало у нас есть. Мы можем делать это не с индексом не в 3, а в 5. И, наверное, лучше шагом 1, да, чтобы, соответственно, у нас было. Вот так. Чтобы не совпадало. Вот у нас примерно получилось. Получается таким вот образом. И дальше, например, мне нужно такое построить высоту. Высоту мне нужно построить, ну, условно, 5 этажей. 5 этажей. То есть for n in range 5, двоеточие, и смещаем все это внутрь значения. Ну а теперь мне нужно смещать аккуратненько по y. Y у меня, соответственно, 3 блока. То есть мне нужно 5 на 3, это будет, условно, 15, да? 0, 15, 3. 0, потом будет 3, 3. Ну да. И здесь мы, соответственно, прибавляем к y n. Прибавляем n. Вот таким вот образом. Сейчас должен получить пятиэтажную стену. Давайте посмотрим, получится ли у нас она. Так, запустим. Вот у нас получился замок в пятиэтажную стену. С окнами в 4 блока. Угу. Вот, построили такой вариант. Теперь можем в центре еще выстроить, соответственно, вход у этого блока. Вход. И приступить к созданию верхнего. Это у нас будет условно дальше крыша. Крыша. И уже будет дальше стены. Стены, причем под углом небольшим, должны идти. Так, боковые имеется. Угу. Так, я все стираю, чтобы у меня было красиво смотрелось. То есть вот такая вот процедура анализа, проектирования. Ну, дом у нас, например, неправильная форма. Мы еще не используем те самые. То есть мы берем основание пока. А за основание что мы будем, соответственно, делать это. Так, и у нас должна, да, в конце, наверное, быть еще один монолитный элемент, который и построит нам это значение. Так, чтобы понять, сколько мы должны здесь значений, то есть следующий этап, это должно быть условно 15. Так, 3, 1, так. 0, 3, 6, 6, 9, 12, 15. Да, 15 можно взять. Соответственно, нам здесь вместо n, ну, соответственно, поставим 16, посмотрим. 16. И поставим 1. То есть здесь 17. Вот таким вот образом. Запустим.
ну вот да, он не достроился, то есть мы можем с 15 это сделать. С 15, хорошо. Хорошо, хорошо. Отлично. Очищаем. Очищаем. И идем дальше анализировать нашу стройку. И то есть мы здесь можем поставить 15, это у нас условно какого? Плита, перекрывающая между условно крышей и зданием. Теперь стена должна быть толщиной, ну, наверное, в 4 блока. В 4 блока. То есть здесь мы по Z можем увеличить ему, ну, по X мы можем здесь увеличить ему на 4. На 3 даже. Ну, то есть 4 блока это будет 3. X0 плюс X0 плюс 3. Здесь также X0, X0. Так, X0 плюс 3. Ну, наверное, мы и займем еще воздухом. Перекроем воздух. Конечно, можно, но я думаю, пока это нам не существенно нужно. Мы можем пока не трогать это. То есть просто поставить плюс 3. И все. И здесь мы, соответственно, тоже плюс 3. Плюс 3. Далее мы должны здесь, соответственно, вычленить вход. Вычленить вход в это помещение. Это у нас будет центр. То есть где у нас Z0 будет и Z0, например, плюс 1. Допустим, да? Предположим, что я так предполагаю, что здесь, скорее всего, таким вот образом у нас должен быть вход. То есть Z0, Y0 плюс 1, Z0, Z0 плюс 1. И это будет, соответственно, вход. Поэтому я должен здесь вырезать отверстие. Вот таким вот образом. Давайте посмотрим. Сохраняем. Итак. Вот у меня есть ответ. Так, я, наверное, да. Z0 не плюс 1, наверное, а Z0 минус 1, минус 2. Вот так поставим. И вот у нас есть уже вход в наш замок. Вход в наш замок. Давайте очистим это все. Так, очистили. И вернемся к подправке нашего кода. Итак, Z0 минус 2. Z0 минус 1. Вот таким вот образом. Вот, идеально. Идеально получилось у нас вход в замок. Толщина стен. Вот 4 блока. Условно, видите, как быстро мы реализовали целую стену в 100 блоков. В 100 блоков. Ну что ж, дальше начнем проектировать следующий этап. Итак, мне нужно, соответственно, чтобы 70 блоков шел, ну, примерно вот таким вот линией. То есть мне нужно, например, пусть будет он будет 4 блока также толщина стены, но уже по оси X. Соответственно, таких будет, например, 70 штук. 7 штук, извиняюсь. Так, сейчас мы очистим все это, чтобы нам не мешало для проектирования. Так, для проектирования. Ну и дальше пойдем, соответственно, проектировать. Итак, условно, фундамент. Напишем здесь первая стена. Первая стена. Пока модернизировать мы упрощать не будем, пока смотрим, как у нас все это получится. Как только у нас, соответственно, будет намечаться закономерность или пока-то по-другому, можно, соответственно, реализоваться. Итак, стена номер 1. Стена номер 1. Идем дальше. Стена номер 2. Стена номер 2. Итак, она должна немножко быть смещена. То есть 100, условно 20 в одну сторону, то есть от z минус 50 до z с уклоном минус 30 по 4, так, то есть смещается каждый раз. Допустим, у нас есть некая стена, которая имеет, ну, такую же, наверное, примерно структуру. Вот так, только будет немножко короткая пока.
короткая. То есть она будет состоять из куска, из 3 значений. Из 3 значений. Это по z, толщина у него должна быть z. Z, но толщина должна быть 0 и z0 плюс 3. Это понятно. Но теперь мы должны еще добавить к нему изменения. Изменения относительно сдвига. То есть, если он немножко под углом будет смещаться. Такие значения. И здесь мне нужно также, чтобы было еще и непосредственно 15 на 3, 15. Да, 15. Здесь 15, а здесь y0. y0. Так. Ну, смещается он должен, соответственно, от минус 50 до минус 30. От минус 50 до минус 30. 7 раз. Это будет 21. Ну, пусть 21 тогда. По 3. Угу. Через каждые 7 шагов мы будем с ним смещаться. То есть, если, например, у нас длина примерно 70 блоков, то мы тут должны написать for. И значение у нас тут по z. По z у нас... Так, у нас 3. 3 делим на 70. Ну, условно, 20 блоков. То есть 20 циклов. For k in range. $20. Блоков, но это можно смещать по x, что у нас, соответственно, получилось. Получилось, что было примерно 60 или 70, да? 60 или 70. То есть надо здесь 0. 60. Шагом 3. И прибавляем k. К x. Вот. А к z, соответственно, нам нужно уже будет настраивать относительно минус 50 значение. Угу. Минус 50. Минус 50, минус 50. И некое должно быть смещение. Некое смещение. У нас, соответственно, этих элементов должно быть 20. Должно быть 20. Должно быть 20. То есть одна стена, потом через 3 шага еще одна стена, потом через 3 шага еще одна стена, и так далее. Мы строим стену по оси x вдоль. По оси x вдоль. Угу. 3. 6. 3, 6. 4. 4, 7. 8. Да, может быть, через 4 шага. Так, давайте через 4 шага правильно будет. Ну, тогда, может быть, здесь поставим шагов 70, условно. А сдвиг по z нам нужно небольшой. То есть 20 блоков нужно разбить на 20. То есть, по смещением на полблока. То
То есть зададим некий смещение коэффициент, например, cof равный 0.0, и, соответственно, будем смещать здесь плюс cof, и каждый раз будем его увеличить коэффициент. Коэффициент плюс равно 0.5. Вот, и мы должны с вами получить такую вот стену. Давайте попробуем, получим ли мы ее. Итак, запускаем. Ну, что-то получили. Да, вот видите, немножко со сдвигом. Как согласно нашему эксперименту. Вот такая стена у нас получилась, трапециевидного типа, как мы и предполагали. То есть вот я примерно построил начало замка. Ну, теперь давайте к этой стене боковой добавим окна. Так, я сейчас, наверное, очищу до конца. Так. Итак, поехали дальше. Очистил я пространство. Теперь мне нужно здесь построить, соответственно, стекла, окна. Окна, соответственно, мне нужно по такому же принципу, наверное, строить. Но здесь у меня, соответственно, вот они, значение 70. Это они есть. И здесь мне нужно просто вычленить нужный шаг окна. То есть мне нужно показать, что x это будет смещение xk плюс 1. xk плюс 1. А тут xk плюс 1, да. Допустим. И здесь я поставлю 0. Но я не могу просто по оси y, по всему y это делать. То есть мне нужно тогда разбить также на цикл. Только наоборот. Мне поэтому нужно смещать его вверх. Y плюс 1 плюс n. Плюс n. Примерно так. Я думаю, что так примерно вот получается, что у нас, наверное, скорее всего, так и будет. Вместе со стеклом. Давайте попробуем это реализовать. Я думаю, вам видно. И здесь у нас получился замок вот с таким вот стеклами. Или не стеклами. Тут отверстие. Наверное, я сделал отверстие. Но сейчас я удалю. Здесь покажем, что стекла, да. А там показано отверстие. Но в целом уже есть некие наработки замка. Так, очищаем. Ну что ж,
Ну что ж, теперь у меня остается симметрично такую же стену сделать непосредственно с другой стороны. Поэтому я простым легким движением делаю вот таким вот способом. Обнуляю коэффициент. Тоже 70 на 4. Но здесь у меня нужно тогда будет ставить плюс 50 и минус коэффициент. Плюс 50 и минус коэффициент. Плюс 50 и минус коэффициент. И минус коэффициент. Таким вот образом. Вот. Ну и, соответственно, если я запущу, наверное, должна быть второй симметричная непосредственно стена. Давайте посмотрим. То есть 3 стены замка сложного достаточно мы с вами построили. О! Превосходная конструкция трапециевидного замка. Вот, и осталось, соответственно, соединить вторую стену, то есть 4-ю стену этого замка, и мы на этом закончим первое наше занятие касательно построения основания замка. Дальше у нас будет пол, и пойдет уже шпили, вот эти цилиндрические формы, пирамидальные формы, мы будем застраивать непосредственно всю конструкцию нашего замка. Давайте закончим я с последней стеной, и на этом мы сегодня закончим. Так, я сейчас очищу все пространство, чтобы мне заново замок перестроить. То есть, видите, я примерно потратил, если я примерно знаю, как строить, я потратил, используя, условно, знание книги, опыт, час примерно на создание такого замка, то есть таких стен. Причем это у меня, соответственно, здесь блоков 70 на 4, то есть 70 на 4 это будет 280, 100 на 4 будет 400, то есть 280 плюс 280 плюс 400. То есть мы получаем с вами условно 560 плюс 400, почти 1000 блоков построения. В 1000 блоков построения. Обратите внимание на это. Так, соответственно, последнюю стену мы сейчас с вами и построим. Последняя стена должна, похоже, быть, скорее всего, что-то вот на предыдущего. То есть это вот мы сейчас стена 3 укажем. А здесь мы укажем стена 4, да, но я могу вот это все. Мы только вход не будем делать. Вот это взять. И немножко подправить. То есть мы в итоге знаем, какой у нас здесь коэффициент. И, соответственно, мы можем его прибавить. Здесь мы можем прибавить ков сюда, а здесь отнять ков. Тем самым мы сузим наш setBlocks. Ну и, конечно же, нужно будет ориентироваться на изменение этих значений. Так, i у нас должно быть уже не 101, 101 минус 2 умноженное на коэффициент, то есть который с двух сторон мы сместили. И, соответственно, мы тоже должны его здесь учитывать. Ков минус ков. Вот. Здесь это просто верхняя часть, тоже ков. Ков минус ков. Вот плюс ков, минус ков. Вот у нас 4-я стена. Давайте попробуем. Правильно я угадал, предположил. То есть мы сейчас это и посмотрим. Так. Он ругнулся. Сейчас покажу, где. Он ругнулся, потому что range у него, соответственно, не целочисленный. Поэтому мы должны превратить его в целое число. Мы здесь напишем int
все вроде бы. Так. Ой-ой. Наверное, не там сделал. А, точно, точно. Я перестроил ее. Ай-яй-яй. Я же перестроил, да. Я забыл сместить его по оси X. Я сместить по оси X забыл. Так, сейчас я сотру это. Вот что значит поспешил. И насмешил. Так. И ходим в код. Итак, мне нужно сместить его по оси X. То есть X мне нужно, чтобы было смещение на 70. То есть примерно, да? Ну, плюс 69, например. 69 плюс 69. Плюс 69. Вот так примерно. Здесь, соответственно, тоже плюс 69. Плюс 69. До 70 он может не доходить. Поэтому плюс 69. Плюс 69. Вот так. Давайте посмотрим сейчас. Запускаем. Так, реализацию. Ну да, почти угадал. То есть здесь все нормально, а вот по нашему каждому слою немножечко есть заминка. То есть в целом замок готов. Соответствует размерам. Но немножечко вот на этот где-то ошиблись в конструкции. В конструкции именно чередования стекла и окна. Стекла и окна. Так, стираем. Давайте смотреть. Итак, у нас строится стекло. Стекло, вот оно строится. Значение у него по Z. У него здесь минус 50. Конечно же, минус 50 плюс. Вот тут я ошибся. Так, плюс ков да. Угу. Коэффициент плюс коэффициент. Так, ну, скорее всего, так он должен быть. Попробуем сейчас, посмотрим, исправилась ли ошибка. Итак, сейчас я очищу последние штрихи нашего относительно стеклянного замка. Ну вот, мы с вами реализовали дополнительно, если 70 на 4, то есть еще 200, да, то уже будет где-то 1200-1300 блоков. Что очень даже неплохо. Замок из 1200 блоков. Так, запустим. И посмотрим. Ага, все видно вам. Итак, мы получили с вами вот такое вот интересное основание замка. Обратите внимание, вот такой вот интересный элемент замка. Причем я это сделал, видите, с помощью программного кода. В течение около часа. В течение часа, даже меньше, наверное, вот 40 минут. За 40 минут реализация. 40 минут реализации. Теперь у нас в итоге должно быть насыщение этого замка. То есть здесь у нас пойдет уже поверх, то есть будем цилиндриками, сверху крыша красивая красная, под уклоном должна идти, по идее. То есть вот это вот все варианты. Мы уже высоту примерно определяем, это 15 блоков. 15 блоков. И уже просто можем, ориентируясь на эту высоту, анализировать этот процесс. На этом у меня все. То есть вот заготовка замка, которая начнется
для дальнейшего процесса построения. То есть дальше мы добавим красные крыши и уже еще 8 как минимум сооружений, но уже будут другие геометрические формы использоваться. Сейчас мы как бы заготовку фундамента. Ну и пол, соответственно, подумаем, какой пол. Наверное, мощеный какой-нибудь кирпич, булыжник, либо там стон. Потом рассмотрим. Вы можете предположить в комментариях, добавьте, какой вы хотели бы пол иметь, из какого материала. Мы будем это реализовывать, делать. Можете попробовать, попытаться, у кого книги также, реализовать такую же конструкцию замка. Ну и, соответственно, может быть, что-то улучшите в своем коде. На этом у меня все, на этом у меня как-то заканчивается. Спасибо за внимание. Ну а следующим будет продолжение построения этого замка.